Ты не хочешь прибавить? Не ворчи, сестренка, в такой вечер грех ворчать. Уже без четверти. Сереженька, я тебя умоляю, пойдем скорее. Начальник терпеть не может, когда опаздывает. А ты по-прежнему боишься? Конечно, боюсь. Но ведь со вчерашнего дня ты уже не знаешь. Это ничего не значит. Я ее буду бояться через 200 лет, через 20 лет, и даже после смерти. Ты увидишь Вареньку? Она стала совсем взрослая. Так интересно. Я ей все время о тебе рассказывала. А как она поет? Как она поет? Ты даже не представляешь, как она поет. Вот она, Варенька. Здравствуйте, Варенька. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Вы совсем взрослая. Как интересно. Как интересно. Не смейтесь. Я все равно уйду в монастырь. Больше всего на свете я люблю балы. Да. Я буду танцевать, танцевать, танцевать. Я не пропущу ни одного бала. О, Данша, вы такая хорошенькая. Почему он на меня так пристально смотрит? Машенька сказала, мы с вами похожи Чем? характером. Она говорит, что вы такая же, как я, упрямая. Может быть. Я знаю, вы едете в деревню, учительствовать. Вы это тоже знаете? И осуждали? Что вы, ваши намерения благородны. Варенька, тебе петь. Ей петь. Прости. Пожалуйста.
хорошо пели. А Машенька бронилась, что я плохо пела. Что вы удивительно пели. Смотрите, ночь-то какая. Люблю тебя, Петра, творец. Люблю твой строгий, стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит. И как вы решаетесь от такой благодати в Сибирь? А разве там так плохо? Нет, от чего же? Ведь туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления, а вы добровольно. Значит, вы сильные. Ой, что вы. Там очень нужны учителя. И никто туда не хочет. А я мечтаю. Я буду учить детей. Вы знаете, мне кажется, что если человеку долго внушать хорошее и делать это от чистого сердца, то любой, даже самый плохой человек переменится. Только надо непременно от чистого сердца. Не смей. Я не смеюсь. Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее с корнем, не согнули, не заморозили. А как же вы? Лишение для меня играет роль мамы. И потом сознание, что ты не один. Что ты делаешь это для людей. Вы знаете, Варенька, как хорошо, что мы с вами теперь встретились. У меня странное чувство, будто с каждой улицей мы узнаем вас все больше и больше. И у меня. Бить. Его шатры. А край там богатый, богатейший край. Пройдет несколько десятков лет, и на месте затерянных жалких деревушек вырастут большие города с широкими улицами, по которым будут сновать экипажи или какие-нибудь удивительные машины. И, может, статься, едете вы в деревню, а годам к 40 окажетесь и городской жительницей. Только будете окать по-сибирски. Пойдем, поскорей, поторапливайся. О чем вы думаете? Мечтаю. Что, если нашлось
нашлась бы такая вот милая девушка, и она бы так полюбила меня, что согласилась бы ждать долгие годы. И где бы я ни был, я бы верил. Нет, я бы твердо знал, что она любит меня и живет всегда. Всегда. Машенька. Маша, я такая счастливая. Что с тобой, Машенька? Сегодня ночью Сережу арестовали. Наших ребятишек очень, значит, надеете. Ну что, дело хорошее. Да только вряд ли. Что вряд ли? А то вряд ли, что людям дело делать надо. Мы нажили, нам работники нужны. Но я не согласна. Своего согласия никто не спросит. О. У нас народ страх, как от ломотьев, помирает. Такими руками не буквы выписывать. Хотя, конечно, какой дурак может и пошлет в озорного школу. Но только вряд ли. Золото навернее. Милорд! Какое маленькое село. Вот тут, значит, и жить будешь.
О, ну и учитель. Махонькая. А что с нее и взять-то? Город, он и есть город. И без валенок. А у них, милая, в городе сроду так. Понятно? Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Однако, надеешься? Надеюсь. Ну, надейся, надейся. Топить, что ли? Топить. А может, не топить? Егор Петрович, каждое утро ты будешь топить в классе печь. Я отменю свое распоряжение только в 3 случаях. Когда не будет дров, когда настанет весна, или когда, не дай бог, сгорит школа. Это что же она за диковина такая? Это, Егор Петрович, глобус. Изображение планеты нашей, Земли. Ты знаешь, что Земля наша вертится? И куда же она вертится? Что это? Вон он с женой разговаривает. Почему никто не заступится? Убьет. У него сила. Он лошадь. Застрянет возом. Сейчас распрягет, а сам углобли. Сила. Куда? Куда? Слышь, говорю, найду силу. А летит товарюк, найду. Стой! Стой, говорю! А? Это учительница. Кто такая? Я учительница. И этого безобразия не позволю. Слышите? Дядя, уберите его. Уберите его. Ой, Господи. Убери! Ой, Господи. Ну вот, чтобы завтра дети были в школе. Я начинаю занятия. Если б ты знал, как мне трудно. Но я должна с ними дружить. Ведь мы же договорились. Господи, делай так, чтобы ему сейчас было хорошо. И чтобы он не думал обо мне. Вот еще нос у меня уточкой. Рост у меня маленький. Состарится поскорее, Господи.
Ой, миленькая, боюсь. Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуй, Егор Петрович. Надеюсь. Ну, надеюсь. Как вы решаетесь от такой благодати в себе? Но ведь туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления. А вы добровольны. Значит, вы сильные? Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее с корнем, не согнули, не заморозили. Ну что ж, дети, начнем урок. Да, начнем урок. Прежде всего, дети, познакомимся. Меня зовут Варвара Васильевна. Повторите мое имя. Варвара Васильевна. Правильно, дети. Проходите. Садитесь. Теперь скажите мне, как вас зовут. Но прежде чем ответить, каждый из вас должен встать. Разговаривать со старшими нужно стоя. Поняли? Поняли. Ага. Поняли. Ответь мне ты. Как зовут тебя? Чей ты сын? Я проф. Воронов. Горщика сын. Понятно? Ага. Как здоровье отца? А чё ему? На мокруши камень ищет. Садись. А тебя как зовут? Цыганков. Ефим. Пригладь вихры. Садись, Ефим. А ты чей? Иван Зернов. Садись. А ты чья? Острогова Дуня. Садись. Прежде всего, дети, я поздравляю вас с началом занятий. С сегодняшнего дня вы не просто мальчишки и девчонки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотны. Я расскажу вам, почему день сменяет ночь, кто живет за морями, почему дует ветер, куда текут реки. Я научу вас мечтать.
Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуй, Глаз Петрович. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Садитесь. Воронов, проф. Здесь. Проф. За всех. Отвечай, урок. Стихотворение Николая Алексеевича Некрасова. Школьник. Ну, пошел же, ради бога! Проф. Ну, пошел же, ради бога, небо, снежник и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Дети, это называется глобус. Он изображает нашу планету, Землю. Когда вы тоже будете учиться в школе. Понятно? Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте, Анастасия Ивановна. Варвара Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Петровна. Варвара Васильевна, Здравствуйте. как сынок мой? Проф очень способный мальчик. Его в гимназию надо отдать. Гимназию? Нам работник нужен. Мы нажили. До свидания. Зашла бы шанишек покушать. Спасибо, зайду. Заходи. Гимназия. Сань, Здравствуйте, дети. а где Дуня? Варвара Васильевна, у Дуни Остроговой нынче ночью изба обвалилась. Теленка придушила. И Мишка. Идем с ним поговорим. Учительша. Варвара Васильевна, уж не убежайте. Заходите ко мне. Прямо ко мне. Спасибо, я только сначала к Остроговым зайду. Тетенька, у нас теленка задавила, и Мишку тоже. Глупые. В этой избе жить нельзя. Знамо нельзя. Обвалится скоро. Знамо провалится. И вас всех придавит. Знамо придавит. Нужно новую строить. Да где ж нам? Безлошадные ведь мы. Вам помогут. Вам должны помочь. Кто? Я попытаюсь. Сашки-ка, ножки мои, меняйте вы бумажки мои, а бумажки мои, подцепите рублевенькие, дядя тещенька, Я говорю, что моя жила аметистовая, и я с ней не сойду. А я тебя куплю. Ой, я не продаю. А я куплю. А я не продаю. Все равно куплю. А я не продаю. Милости прошу. Думал, не придет. А не придет, покается. Потому я, старатель Пухов, человек простой. Я за образование, но не потерплю. Милости прошу. А я молода, молодеженька, песнима была.
будет нынче жить. А же не буду. Не буду. Я думал, вы не придете. Увидите. Да что вы. А что мы, видите, Острогова куда? Там несчастье. грех, великий грех, престольный наш праздник, несчастьем душу обращается. Никаких несчастьев нынче. Веселись, душа. Выпей со мной, Варвара Васильевна. Спасибо, я не пью. Никакого полного права. Пей. Я не пью. Варвара Васильевна, я образованию поклоняюсь. Ты не глядишь, что у меня борода с ворота. Зато золото есть. Денег полный карман. Вот они, мои мармулетки. Скромные, заработанные. Ой, что жгу на твоих глазах? А? Спички. Сейчас начнется. Ах ты, Катенька, распузатенька, трубу лазила, брови мазала, на улицу выскочила, черт, Ты думаешь, ты один был, а все остальные еле? На, вирус треклятый. Куда? Вот. Один, вот. На, бери, окаянный сирот. Кулек сама. Бери. а я еще. Подожди. Вы очень богатые и щедрые люди. Не думайте, что я хочу равняться с вами. Вот мое жалование 15 рублей. Вы бы меня, конечно, осмеяли, если бы я вдруг потребовала спички и сожгла бы эти мои последние рубли. Мне очень далеко до вас. Все же я не могу оставить их у себя. Я решила их потратить. Отдаю их на постройку дома Остроговой. Вот это по-нашему. Стаканом. Ну что за учительница, скажи на милость? Наша, по-нашему, для такой нежалкой Катеньки. Люди жертвуют 20 рублей. 25, 30, 60, 40, 45, 50, 55, 60. Эх, сволочь, что даю? Что больше? Дуни Остроговой новый дом. Написано правильно. Садись, Проб. Дети, когда мы кончим курс обучения в нашей школе, я поведу Боба на экзамен в гимназию. Он обязательно выдержит экзамен, потому что он самый лучший наш ученик. Пойдешь в класс 1 и будешь решать экзамен. Главное, не робей. Ты все хорошо знаешь. А я буду за дверьми.
выдержишь экзамен, поступишь в гимназию. Ты не устал? Нет, я хочу скорее. Экзаменующихся прошу в зал. Ты все хорошо знаешь. Ты очень хорошо все знаешь. Я здесь. Иди. Что произошло? Тебя выгнали? Нет, я первый решил задачу. Воронов Проф, сын крестьянина деревни Шатры Аромыкского уезда. Экзаменуется впервые. Ну пошел же ради Бога, небо, денег и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Ноги боссы, грязно тело и едва прикрыта грудь. Не стыдитесь, что за дело? Это многих славный путь. Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик. Как мой ученик, проф. Воронов. Какие у него отметки? О, способный. У него по всем предметам одинаковые отметки. 5, 5, 5. Но гимназия это не для него. Он не будет в число учеников. Почему? А кто будет за него платить? Я полагала, поскольку у него редкие способности, он мог бы на казенный счет. Ну, предположим, что даже вам удастся этого добиться. Но я лично не могу допустить, чтобы в уверенном мне учебном заведении дети нищих и миллионеров сидели на одной скамье, играли в одни игры, беседовали. Они с вами общались ежедневно. Я противник либерального подхода к этому вопросу. Ну, позволь. Очень сожалею, но мои убеждения на страже государства. Истинный клон.
Варвара Васильевна, я ответил на все вопросы. Я ничего не забыл. А когда читал стихи, они меня хвалили. Я решил задачу раньше всех. Почему? Почему они меня не приняли? Я не пойду домой. Я хочу туда. Я хочу учиться. Понятно? Не надо. Не плачь. Ты будешь учиться. Придет такое время. Слышишь, Рома? Не надо отчаиваться. Пойдем. Ну что ж, дети, начнем урок. С сегодняшнего дня, дети, вы не просто мальчики и девочки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотными, а потому сильными. Вас не смогут обмануть злые люди, потому что вы будете многое знать. Очень прошу, звони. Очень прошу, звони, пожалуйста. Не могу. Времени вышло. Время давно уже вышло. Не вышло. Вышло. Не вышло. Умоляю тебя, звони, Я пожалуйста. не могу, чудак ты человеку, Варвара Васильевна. Характер. Ну, хочешь, я перед тобой на колени стану? Что ты? Что я, Божья Матерь? Время выйдет, позвоню. Значит, мил человек, отказываешься? Звонить отказываюсь. Варвара Васильевна. Варвара Васильевна. Чего тебе? К вам пришли. Разве ты не знаешь, что во время уроков в класс входить нельзя? Да я говорил, однако он не хочет ждать. Кто он? Да мужчина такой упрямый. Я говорил, а он говорит, я 3 года ждал. Вы. Я. Откуда? Я отбыл срок ссылки, дорогая моя. Вам скучно было? Что вы? У меня есть, например, проф. Это такой способный мальчик, самородок. У меня была с ним грустная история. Я вам непременно его покажу. Впервые, когда я увидела эти девочки, они тогда совсем маленькие были. Я подумала, это мои сестры. Я вижу, вы тут совсем обжились. И друзья у вас тут, и сестры. Прошло ведь целых 3 года. Вы думали обо мне? Конечно. Ждали? Да. Спасибо. Спасибо, любимая. И как я мог без вас 3 года? И под тюрьму, по ссылкам. Впрочем, у меня была большая радость. Я узнал Ленина. Кто это? О, это великий революционер. Это могучий ум и огромное сердце Варенька. С ним яснее цель и решительнее борьба. Вы понимаете, вдохновение. Я вас непременно с ним познакомлю, и вы будете его солдатом. А он? Что он? Как он отнесется ко мне? Конечно, он вас полюбит. Тем более учительница в глушь уехала. Что с вами, Варенька?
Вы никуда не уйдете. Мы обвенчаем. Варенька, мне всегда грозит опасность. Сергей, где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, я всегда с вами. Спасибо, родная. Спасибо. Пусть будет скорее завтра. Мои подружки нарядят меня и песни нам будут петь. Эх, если бы сейчас пожар, я бы ее из огня выхватил и спас бы. Я вижу, вы тут за 3 года покорили всех, Варенька. Ну что вы, просто я учу их детей грамоте. Ну, и что можно делаю. Они тоже для меня стараются. Видите, пир нам устроили. Ну, сначала, конечно, не просто было. Чужая я им была. А теперь даже окать стали. Помните, я вам предсказывал? Однако пойдем поскорее, поторапливайся. Неправда, я так не могу. Окаете. Нет, это нехорошо. А ну, Павел Трофимович, ударь. Горько! Горько! Чудесно танцует. А вы помните, как мы с вами? Еще бы. Я, Ватенька, все до мельчайших подробностей помню. И как мы кружились. И как стояли у колонны рука в руке. Горько!
Что вам угодно? Мартынов? Да. Сергей Демидович? У меня кончился срок ссылки. Ничего не знаю, приказано арестовать. Собирайтесь. Маша, ешь кашу. Варенька, родная моя, хорошая. Я не думал, что это случится так скоро. Прости, любимая. Я вернусь. Вернусь, не плачь. Не плачь. Хватит, хватит. Пошли. Идите. Ну? Работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай. Ты почему опоздал? Не было целости. Иди, садись. Что случилось? Ты же знаешь, что еще нет перемены? Нет, есть перемена. Всем перемену сделали. Царя скинули. О! Перемена!
еду в Питер на партийный съезд. Мы проведем его тайно от Временного правительства. Ленин в подполье. Но он будет руководить съездом. Начинается пора великих битв. Вся страна поднимается, Варенька. Ну, теперь расскажи ты, что думают, что говорят тут у вас крестьяне? Да разное. Буков, например, в бешенстве. Воронов радуется. Острогова довольна. Ты должна рассказать крестьянам, что такое Советы, кто такой Ленин, за что он борется. Извини меня, Сереженька, я все свою. Ведь тогда дети крестьян смогут учиться в средних и высших учебных заведениях. Конечно, Варенька, конечно. Значит, проф. Воронов будет учиться. Обязательно, Варенька, обязательно. Все пути для него будут открыты. Выбирай любой. Мы еще удивим мир, Варенька. Здравствуйте, дети. Садитесь. Да, вы уж теперь не дети стали. А для меня вы все те же дети, которых я грамоте учила, уму наставляла. Вместе с вами мечтала, будет время. Время это пришло. Широкие пути открылись теперь для вас. Выбирай любой. А вы знаете, что недавно в Москве сказал товарищ Ленин? Что сказал товарищ Ленин? Товарищ Ленин сказал, главное сейчас для вас учиться, учиться и учиться. Двери всех училищ открыты сейчас для вас. Иди, учись. Проф, помнишь, как 8 лет тому назад ты плакал, когда тебя не приняли в гимназию? Теперь тебя примут туда, как самого дорогого гостя. И ничего, что ты беден, теперь это не позор. И ничего, что тебе уже 18 лет. Я всегда помогу тебе. Не гневайся на меня, Дуня. Если он любит тебя, он вернется, и вы поженитесь. Вот я ждала жениха 3 года. И все помнят, как он пришел, как мы венчались и гуляли в этой самой избе. И теперь я снова жду и знаю, будет день, он придет. Ну, проф.
Какое большое, какое прекрасное село. Эй, тетка! Далеко здесь село Шатры? А вот это и есть село Шатры. А вы, случайно, не знаете? Не живете чуть-чуть с Мартынова? Знаю. А зачем она тебе? Да вот я мужа ее, комиссара везу. Его в бою под Мурзинкой ранил. Так он велел жене в Шатры везти. Сергей. Варенька, ты? Я, родной мой, я. Варенька, ну вот и доехал. Дорогой мой, Сереженька. Хорошо. Родной мой, Сережа. Снимите меня на землю. Сереженька, вот как славно, что вы нагнали меня. Я все жду. У нас тут на той неделе кто-то слух пустил, будто тебя видели. Но я просто поверить боялась. И вдруг эта телега. Варенька, ты со мной. Значит, все, как я хотел. Я оглядываюсь на свою жизнь и не краснею перед своей совестью. Я не жалел сил для счастья людей. Я был коммунистом, Варенька. Верность нашему делу завещаю тебе. Ты жить должен, мой дорогой, мой золотой, мой единственный. Ведь я так люблю тебя, так люблю тебя. А нас все разлучали. Теперь ты вернулся ко мне навсегда. Всю жизнь я любил тебя, жена моя милая. Эту любовь я оставляю с тобой. Храни ее. Я не пущу тебя, не пущу, не отдам. Слышишь? Трекопытов Федор. Зернов Николай. Зернова Феня. Цыганкова Маша. Воронова Варя. Буков Никита. Тут. Никита, почему ты неделю не был в школе? Разве ты не слышишь, что я тебя спрашиваю? Слышу. Почему ты мне не отвечаешь? Ты не хочешь сказать мне неправду? Тебя не пускал отец? Садись. Садись. Начнем урок. Откройте тетради. И слушайте меня внимательно. Сегодня мы разберем предложения на пройденные правила. Пишите. В нашем селе началась
предложение. В нашем селе началась коллективизация. Определите, подлежащее это предложение, сказуемое. Есть ли в этом предложении обстоятельства места, времени и образа действия? Нынче ночью вас хотят зарезать, а школу сжечь. Школу сжечь. Не ждали? Не ждали. Мне сон приснился страшный. Будто вы собирались ко мне резать меня, а школу сжечь. Ну вот, я и пришла. Я детей ваших всю жизнь в этой школе учила. Как слепые котята приходили они ко мне, тыкались, а я их грамоте, добру, правде учила. Иные теперь летают высоко. Ну вот, меня убить нельзя. Тогда надо убивать всех детей, которых я выучила. Сосчитайте, сколько их. Они правду мою знают. Убить меня хотите? А я-то дура. К вам по-хорошему, с добрым словом пришла. О детях с вами говорить. Вы звери. Оружие на вас надо. Убьете вы меня, это вам не поможет. Все равно будут колхозы, будут школы, всюду дети мои. Ну! Ворон!
Здравствуйте, Егор Петрович. Не волнуйтесь, Евдокия Ивановна, не волнуйтесь. У нас очень хорошие дети. Но только помните, школа без дисциплины, мельница без воды. Спасибо. Надейся. Надейся. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Варвара Васильевна. Вот ваша учительница, Евдокия Ивановна Острогова. Любите ее и слушайте. Поздравляю вас, дети, с началом занятий в новой школе. Спасибо. Как тебя зовут? Татьяна Острогова. Татьяна Острогова. У меня Спартак. Как? Спартак Зернов. Хорошо, Спартак, садись. Варвара Васильевна, Чего тебе, Егор Петрович? вас там просят. Профессор. Евдокия Ивановна, продолжайте урок. Начнем урок. С сегодняшнего дня вы не просто мальчики и девочки. Вы ученики. Я научу вас читать, писать, считать. Вы будете многое знать. Когда-то, давно, я сама училась в этой школе. Тогда на этом месте стояла маленькая и темная избушка. А учила нас Варвара Васильевна. Варвара Васильевна. Проф. Вот ты какой. Какими судьбами? Проездом на Памир. Да, песни я твои все получала. Я никогда не забывал вас, Варвара Васильевна. И школу нашу, и село, и гимназию, и экзамен. Я все помню. Как хорошо у вас тут. Парты маленькие. А помните наш стол? Длинный и скамья. Ты кто будешь? Воронов, проф, Горшика сын. Понятно? Воронов, проф. Отвечай урок. Ну, пошел же ради Бога. Небо, ельник и песок. Невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь. Не стыдись, что за дело? Это многих славный путь. Наше село. Вот таким я запомнил его на всю жизнь. И улицы, и трактиры, и ветла, и 3 елочки. Наша школа. Вон там я сидел. Как похоже. Все это сделано руками наших учеников. А это кто такой? Цыганков Ефим? Нет, Цыганков Сергей. Знакомься. Это друг твоего отца, профессор. Воронов, проф.
Здравствуйте, товарищ профессор. Здравствуйте, товарищ конструктор. Понятно. А вы знаете, Варвара Васильевна, мне сейчас так захотелось увидеть товарищей моих. Ребят из нашей деревенской школы. Цыгаткова, Шалыгина Федю, Стрекопытова. Ванюша Зернова. Да. И узнать, что с ним стало. При советской власти. Мы соберем старых друзей. И они будут слетаться каждый год. Зернов! Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте. Стрекопытов! Здравствуйте, Варвара Васильевна! Здравствуйте, пионеры! Цыганков-младший. Дуняшка. Что? Спокойно. Здравствуйте, дети. Садитесь. Сегодняшнего сочинения будет следующее. Жить – это значит служить Родине. Но прежде чем вы начнете, я хочу вам показать вот это. Я прочту вам последние строки о ней. Таню похоронили без почестей за деревней под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик. А вскоре пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью пробивала дорога на запад. Остановившись для привала, бойцы придут сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню,
и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой заснеженной могилке, и Сталин мысленно придет к надгробию своей верной дочери. Смотрите, дети, на эту девушку и запомните ее лицо. Я шел в бой, помня ваши слова. Жить — это значит служить Родине. Сегодня у нас пустили домну. Приезжали фронтовики. Наши танкисты шли в бой, помню Зою. Пишу вам из Колымы. Здесь очень интересная работа. Я работаю маркшейдером на шахте БИС-3. Недавно я представлен в 4-й награде. Дорогая Варвара Васильевна, сегодня овладели город. Говорит Москва. Продолжаем передачу указа Президиума Верховного Совета Союза СССр о награждении учителей орденами и медалями Советского Союза. За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей Школы Коммунистической Федеративной Советской Республики наградить орденом Ленина Максимова Петра Кузьмича, учителя 43-й школы, город Свердловск, Мартынову Варвару Васильевну, директора школы номер 1, город Шатры, Майорову Веру Сергеевну, учительницу школы номер 3, город Касимов, Милютину Веру Николаевну, учительницу школы номер 9, город Ленинград, Насеткину Марию Семеновну, директора школы номер 5, город Казань, Николаеву Наталью Петровну, учительницу школы номер 1. Здравствуйте, дети. Садитесь. Спасибо. Садитесь. Сегодня я принесла ваше сочинение. В общем, я довольна вашими работами. Особенно порадовало меня хороший язык и глубокий подход к теме. Павел Шелыгин. Да. Эпиграфом к своему сочинению он взял горскую пословицу: «Мир держится верностью друзей». Он рассказывает о дружбе великих людей Герцена и Огарева, Маркса и Энгельса, о дружбе великих вождей революции Ленина и Сталина, о том, как поддерживали они друг друга, как ясна была их цель, как свято верили они в победу
и как передавали эти традиции дружбы молодому поколению. Валя Воронова продолжает тему дружбы. Она пишет: завтра день слета старых друзей. Это был для нас большой праздник. Враг лишил нас этой радости. Но мы знаем, что все, кто учился в нашей школе, отметят в своем сердце этот день дружбы. Ты права, Валя. Я получила много писем с фронта от бывших учеников нашей школы. Они просят только, чтобы слет старых друзей мы провели вместе в День Победы. Он скоро придет, этот день, дети мои. Копытов! Здорово, шалыги! Здравствуй! Откуда? Из Берлина, Коля! Здорово, Цыганков! Откуда прибыл? Здорово, Толя! Из Вены! Иди сюда! Сережа, Миша же. Сколько орденов. Да разве так можно? Усы. Для солидности, Варвара Васильевна. Мальчик ты мой. Откуда? Ради девочки. Здорово, Иван! Где был? Прости, где не был. Последнее письмо я написал вам из Будапешта. Я получила. А теперь куда вы? На Игарку. Я еду в Свердлов. В архитектурный. Это, по-моему, самая интересная агрономия. Я иду в Москву, в Тимирязев. Что вы собираетесь делать после окончания школы? Папа настаивал, чтобы я поступила в геологический. Ну и что вы решили? Мне хотелось бы уехать куда-нибудь очень далеко, обязательно в село. Я буду учить детей, как Варвара Васильевна. Разве вы не одобряете? Что вы, Валя, это прекрасно.
Это прекрасно, дети мои.